Оце треба було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардюа. На сегодня у меня есть две идеи, которые я хочу вам показать. Сейчас я одну прочекаю. Так, псионики, ну в целом неплохие псионики, но на самом деле такое себе. Поэтому я буду реализовывать вторую идею, это сыграть через репликаторов. Сразу вам хочу сказать, это довольно-таки сложная сборка, потому что должно все идти чуть ли не идеально, и желательно все, чтобы очень быстро пришло. Ну, а в-третьих, это в то, что желательно на ней играть через аугментацию на воровские перчатки. То есть одна аугментация, которая все время будет давать вам подходящие предметы с помощью воровских перчаток. Ну и вторая аугментация — это предметы Пандоры, чтобы вы могли эти, соответственно, перчатки, кучу перчаток наковать. Почему так? Потому что, смотрите, когда вы играете через репликаторов, там есть 3 героя, которые бьют магическим уроном, и есть один герой, который бьет физическим уроном. И вот ту сборку, которую я хочу сейчас вам показать, я буду играть через физический билд. То есть, что это значит? Я буду собирать, соответственно, Лулу плюс Мисс Фортуну. И буду керить Лулу и Мисс Фортуну. А там уже на что хватит всего. Ну, по крайней мере, я так рассчитываю. И вот тут самая такая, знаете, большая загвоздка. Это что делать все-таки по предметам им. Ну, у Лулу, допустим, мы понимаем, какие предметы нужны. А вот у Мисс Фортуны тут нужно будет поиграться. Ну и, соответственно, куда же без синергии новые. По-любому надо будет ставить Атрокса, и второго героя я думаю, что все-таки Маукай, потому что как-никак Маукай это танк, это дебошир, короче, топовый танк, вот так вот можно сказать. Плюс синергии новый дает приятный баф. Ну и, соответственно, Атрокс, он дает раскол брони и сопротивление магии. Поэтому, короче, ребята, присаживайтесь поудобнее, всем приятно прийти... Фу ты! Всем приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на меня и на мой телеграм-канал. Но кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Так вот, не договорил. Опа, сейчас, секундочку. Так, это нет, не хочу. Дай предметы Пандоры, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ясно. И что делать? Ну, наверное, мощь на позднем этапе возьму. А что еще тут? Ну, опыт надо брать. Это, ну, к сожалению, не то, чтобы мне хотелось прям, но имеем то, что имеем. За неимением лучшего имеем то, что имеем. Вот так вам скажу. Ну, опыт тоже хорошо. В принципе, в начале каждого боя буду получать 2 опыта. Ну, топчик. Максимально быстро выйду в уровень, соответственно. Для того, чтобы реализовать эту сборку, мне нужен 7-й. В идеале, конечно, 8-й. А там уже как оно пойдет, и, соответственно, там мы будем докидывать, ну, что будет идти. Там Чилик уже на зверином отряде играет с 0 секунды. Это неприятно. Это неприятно, потому что если он откроет сундук на 500-600 очков, будет бубо. Попа болеть будет ой-ой-ой. Кстати, хочу сразу вам сказать, ребят, эти 2 дня я делал вырезки со стрима. Вырезки со стрима я, соответственно, не просто так делал. Кто не подписан на мой телеграм-канал, тот, соответственно, не в курсе. К сожалению, с кошечкой произошла беда. Сейчас лечим ее, была операция, поэтому была бессонная ночь. Все дела, короче, не суть-то важно, просто, скажем так, по семейным обстоятельствам я не мог записывать для вас контент. Но, надеюсь, вы идете в положение. Так, по поводу репликаторов. Я буду делать именно 4 репликатора, а не 2. В чем их разница? 2 репликатора дают вам... Короче, в чем суть вообще репликаторов? Репликаторы, они дают вам повторение вашей способности. Так, я сейчас поставлю задир, потому что, ну, репликаторов нет смысла ставить, это будет очень, очень слабо, а у меня как раз есть хотя бы задиры, короче, это будет посильнее. Вот. Репликаторы, они, вот, когда вы кастуете свою способность, то, соответственно, эта способность летит 2 раза. И вы такие, ну, окей, ну, поставь 2, и, в принципе, и все, хватит. Но нет, я буду ставить 4. Почему? Потому что 2 репликатора дают то же самое, что и 4, да, это повторение способности, только с большей эффективностью. То есть, если вы поставите 2 репликатора, у вас будет урон от способности, повторного урона от способности 22%. А при 4 репликаторах будет 50%. Поэтому... Очень важно поставить будет 4 репликатора. И вы спросите, а в чем суть и смысл играть на репликаторах? Ну, типа, это сложно. И это намного сложнее, чем на дефолтной, допустим, Мисс Фортуне через Задиру. Ну и на других дефолтных сборочках. У этой сборочки есть свои плюсы. Да, она сложная, не спорю.
Но плюсы в том, что когда Мисс Фортуна, Лулу, они будут повторять свою способность, и эта способность будет бить очень много массового... Короче, будет очень много массового урона, и, соответственно, вся задняя линия будет тоже срезаться. Особенно Мисс Фортуна, она прям в легкую срезает заднюю линию. То есть, в чем суть? Мисс Фортуна будет стрелять по одной траектории своей способностью. И эта способность массовый урон. И, соответственно, она будет кучу героев задевать. И самое главное, она будет задевать заднюю линию. Лулу тоже имеет такую особенность, только у нее чуть-чуть поменьше, грубо говоря, разброс. И надо, чтобы было поменьше героев, чтобы она доставала заднюю линию. Так же самое это касается и Нами. Вот. Но в целом, вы все сами увидите. По поводу предметов. Под Мисс Фортуну, если мы играем не через воровские перчатки, я еще раз напомню, то, что нужно две аугментации воровских перчаток. Одна дает, которая подходящие предметы, но вторая это... воровские перчатки, раз. Предметы Пандора 2, вот что надо. Если упадут еще одна аугментация, если упадет на воровские перчатки, на лучезарные воровские перчатки, это будет вообще 10 из 10. У них, конечно, есть свой минус, но из плюсов это то, что вы сможете каждого своего героя одеть, и он будет жестким. Вот в чем самый главный плюс воровских перчаток в этой сборке. Ну и, соответственно, вам не нужно будет запариваться о том, что вам нужно там кому-то магический урон докинуть, кому-то физический урон докинуть, соответственно, там магическую порезку. Там, короче, не надо будет запариваться на этот счет. Поэтому плюс именно игры через воровские перчатки. Да, минус сразу есть, это то, что может падать всякая хрень. Ну, там, допустим, 2 порезки от хила будет падать. Понижение магического или физического резиста может падать, соответственно, в зависимости от магического героя или от физического героя. Короче, такое тоже есть, особенно когда вы поставили эти синергию новые. Но, в принципе, если играете через перчатки, то синергию новую можно как бы отложить. Но я бы оставлял, потому что все-таки это универсально, все-таки как-никак это огромный плюс. Огромный плюс это то, что вы порежете физ сопротивления и маг сопротивления. И в принципе знать беды не будете. Вот что я хочу сказать. Вот. По-любому буду делать копье Седзвина. В Мисс Фортуны там нам надо. По-любому. По остальным двум предметам, ну, если честно, я немножко в замешательстве. По остальным двум предметам, ну, я думаю, можно докидывать и убийцу великанов, это будет сильно. Можно докидывать поджоги, можно клинок смерти, грань бесконечности и копье Седзвина. Просто тогда будет такая плохая скорость атаки у Мисс Фортуны. И поэтому я больше склоняюсь к тому, что, скорее всего, ей лучше подходит это копье Седзвина, цепь вышибалы, и либо грань бесконечности, либо же клинок смерти. Одно из двух. Можно, конечно, и убийцу великанов засунуть, это тоже будет топово. Именно в Мисс Фортуну. Насчет Лулы, тут вообще все как бы, как и в принципе, когда вы играете на звездочетах через Лулу и Милю. Там вам надо, по сути, что? Правильно. Там вам нужно всего лишь немножко. Немножко это я подразумеваю о том, что вам нужно зуб Нашора 2 штуки и драгоценная перчатка, которая дает шанс крита и силу умения. Вот и все предметы, которые нужны в Лулу. Можно, конечно, и иначе делать, если у вас есть соответствующие аугментации. То есть мы все равно приходим к тому, что вам нужно смотреть по аугментациям, что вам приходит. И, соответственно, от этого как бы делать вашу Лулу. Потому что вдруг у вас будет аугментация драгоценный лотос, который дает шанс крита. И, соответственно, вам и не надо, как бы, драгоценная будет перчатка. Вы можете 3 зуба Нашора закинуть, это будет тоже норм. А может, закинете 2 зуба Нашора и закинете шляпу Рабадона. То есть, суть, я думаю, вы уловили. То, что нужно отталкиваться в первую очередь от аугментации, и все. Ну, а по танкам, это тоже нужно вам отталкиваться от того, что против вас есть. Я тут пришел к такому небольшому выводу о том, что мы по-любому всегда во всех случаях хотим видеть каменный доспех Гаргули. И вот знаете... Второй предмет в танка. Это можно универсально, конечно, доспех Вармога засунуть. Но дальше там смотрите, что бы вам хотелось бы засунуть. Но вот по поводу третьего предмета я хочу вам сказать. То, что раньше я брал облачение духа в 99% случаев. Раньше. Сейчас же я понимаю то, что это как бы не особо выгодно. Да, оно дает выносливость. Это хорошо. Это плюс, однозначно. То, что дает... облачение духа в выносливость, хпшку и хп-реген раз в секунду 1%.
Вот. Но я больше склоняюсь к тому, что коготь дракона как-то получше выглядит, потому что он и повышает максимальное количество хп, и раз в 2 секунды дает больше отхила, чем то же самое облачение духов, и кучу магического сопротивления. То есть как-то оно более универсальнее смотрится, нежели облачение духов. Ну, может быть, я не прав. И я надеюсь, что я не прав. Поэтому... Что думаете? Напишите в комментарии на этот счет. Потому что мне вот интересно ваше мнение. Что вы думаете и что вы скажете. Вот. А что-то типа по нормальным предметам у меня будет сегодня? Это какой-то жесть. Короче, я делаю того, что мне приходит, поэтому я беру вот так вот сразу сделаю. А третьим предметом я 100% хочу видеть копье Сэдзвина. 100%. Тут как бы гадалки не ходи, потому что оно мне понадобится, когда я буду играть через репликаторов. Да, предметы, конечно, у меня тухлые. Ничего не сказать. Но сейчас посмотрим, что по аугментациям будет. Вот, что еще хочу добавить по поводу этой сборки. В целом, ничего, выходим быстренько в 7 уровень, собираем себе Мисс Фортуну в 3, Лулу в 3, Маукая, Орна в 3. Все. Вот 4 героя, которые мы хотим собирать в 3 звезды, именно играя через репликаторов. Ну, по сути, то же самое, что вы играете через Мисс Фортуну, которая через Задиру, только тут мы делаем репликаторы. Потом, кого мы докидываем еще следующими репликаторами? Просто какую-то на репликаторах затычку. Ну и, соответственно, нами мы хотим видеть. На самом деле, если вы очень быстро все собрали в 3 звезды, допустим, вы собрали Мисс Фортуну, Орна, Маукая в 3 звезды вместе с Лулу, то... Корона Димаси... Да не... Ну это то... Ну типа опыт как бы вкусно, но грустно. А, понял. Спасибо, нет, возьму меч. Меч мне пригодится. Мне как раз нужна будет капелька в дальнейшем, поэтому меч мне 100% пригодится. Так. Можно поставить так. Хотя не, я Задир поставлю. Пока что я поставлю Задир. Я все равно играю пока что на Мисс Фортуне через Задиру. И да, кстати, кто вдруг не в курсе, то Мисс Фортуну можно постоянно переключать там в ту или иную сборку. Вот. Точнее, в ту или иную синергию. То есть универсальный такой герой. Надеюсь, мне просто никто руинить не будет. У меня все очень быстро придет. Вот. Что еще хочу сказать? Если вы быстро все собрали в 3 звезды, очень рано, именно таких героев, как Мисс Фортуна, Лулу, Орн и Маукай, вы в целом можете спокойно идти в уровень и докидывать все, чего ваша душа желает. Хотите, можете Джина докинуть. Хотите, можете докинуть Раста. Как раз он даст броню сопротивления. Броню сопротивления и скорость атаки этот Раст. За счет того, что у вас куча будет неуникальных синергий. Потом вы можете докидывать... Ну, блин, на самом деле, дальше вы сами разгоняете свою сборку как хотите. По Кире у вас будет целых 2 Кири. Один физой бьет, один магией. Даже 3 Кири. А то и больше, если, соответственно, у вас воровские перчатки. Ну, танков у вас тоже закачаешься. У вас есть на выбор Маукай, Орн. Что хотите, то и хотите. Я же случайно рольнул один раз. Все. С этим, я думаю, понятно. Больше как бы добавить, ну, нечего по поводу этой сборки. Вроде бы. Ну, вроде бы да. Я, кстати, сейчас, если что, пытаюсь тоже записать одну сборочку еще. Это играя через ткачей судьбы. Довольно-таки интересная сборка, но я пока что не могу нормально, адекватно ее реализовать по одной лишь причине. Это то, что мне просто люто не фартит. Либо против меня какие-то жесткие скилловички, которые находят фиолетовую фигуру на 5 уровне каким-то чудом с шансом 2%, причем никаких аргументаций там, допустим, на топовую подписку нету. Но просто спокойно находят себе то, что им надо. Вот мне просто это иногда прикалывает, как чел на 5 уровне с шансом 2% на фиолку находит себе нужную фиолку в 2 звезды. Бред. Ну, оно такое, бывает. Так вот, по поводу ткачей судьбы. Хочу эту сборочку еще реализовать. Я уже столько рейтинга слил. Вот к чему я веду. Столько рейтинга слил за все мои тесты, за все мои идеи, что ну его в баню. Так, я беру ячейку скорости. По понятным причинам. Лулу. Блин, ну мне хочется Лулу взять. Хотелось бы, конечно, Нуну взять с ее мечом, но я возьму Лулу. Как раз тут еще и перчатка есть. Можно, кстати, цепь вышибала будет сделать еще сверху. Вот. Но берем Лулу. Потому что надо.
Короче, репликаторов бахаем. Это бахаем. 65 маны, 570 физического урона. Ну, в принципе, на самом деле, клинок смерти неплохо смотрится. Не так уж и плохо, как я думал. Вот. Так, задир убираем. Ладно, я пока что синергию новую поставлю. Чуть-чуть больше. Через 6 секунд активируются все их бонусы, поэтому, думаю, так будет получше. Пока стенки у меня вообще никакой нету. Но на самом деле у меня как-то по предметам тухло. И вот то, о чем я говорил, смотри, как Мисс Фортуна. Просто заднюю линию начинает гасить. Смотрите. Бэм! Ну и урона на самом деле она довольно-таки много накидывает, эта Мисс Фортуна. Да, за каждую пораженную цель там поменьше урона идет дальше, но все равно. Это очень много урона. Особенно то, что ты срезаешь заднюю линию. Кайфуешь по полной программе. Так что вот так вот. Орн. Блин, давай, пожалуйста, играй, ты будешь идти и дальше так хорошо. Так, 4 дебошира хотелось бы, конечно, поставить, но некуда их поставить. Корки еще пришел на 7 уровне. Там Кинч. Не, ну там Кинч надо ставить. Там Кинч, он хотя бы будет бонусы давать. Каждые 3 раунда он мне будет что-то приносить. Например, Болтон 28. Там 5 миперов через Чогата. Интересно. Галактика Грува дефолтная. Ну, пока что грустно. Грустно. Надеюсь, что будет приходить хорошее усиление. Так, тут типочек почти... Ни хрена себе. Он мало ли того, что усилил свой стол, так у него уже скоро... Так он на 600 очков может открыть сундук. Сундук мертвеца. Как из пиратов Карибского моря. Да, прикиньте, он может на 600 открыть. У него 28 хп, он реально спокойно может открыть. И он 100%... Да, он еще и на робота будет играть, то есть дефолт. То есть дефолт. Но это на самом деле очень опасно, потому что если он откроет на 600 и вытащить нужные предметы, будет очень тяжело против него играть. И не дай бог он соберет в 3 звезды. Не дай бог. Так, Мисс Фортуна у меня в 2 звезды. Не хватает одного предмета. И сейчас держим кулачки за то, что мне будет все идти как по маслу. Надеюсь, что я быстро Мисс Фортуну соберу, Лулу, Маукая, Орна. И я надеюсь, что там Кинч мне в этом поможет. Давай. Нужные предметы мне сейчас кидай. А, кстати, по поводу выбора бога. Я беру бога сейчас с ячейками и надеюсь, что мне выпадет что-то на поджог. Очень на это надеюсь. Надеюсь, выпадет ячейка с поджогами. Будет топчик. Я тогда... О, я тогда смогу переделать это красное усиление. Но мне что-то кажется, что в этой игре не будет ячейки на поджог. Вот прямо у меня чуечка такая. Знаете? Перчаток до хренольон мне выпало. Когда надо, хрен упадет хоть одна, а тут их целая пачка. Чистая игра такая угорает надо мной. Не знаю, я эту хочу перчатку переделать, если честно. Пока что я перчатку в Лулу закинул. Дальше посмотрим. Кстати. О, а тут тип открыл аннигилятор. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он на 500 очков открыл, у него 28 хп, но этот аннигилятор, это развал. Это просто разнос. Ну, я думаю, все прекрасно знают, почему аннигилятор это разнос. Разнос тотальный будет там. Аннигилятор это очень сильный предмет. Невероятно сильный предмет. Кстати, у меня Лулу, когда активирует свою способность, она еще и подхиливает по чуть-чуть. То есть такой, знаете, дамагер-саппорт у меня Лулу. Это чисто урон, это будет больно. Ну, кстати, тип мог на 600 очков спокойно открыть. Хотя хрен его знает, может и не смог бы. Лотос, бустер. Ладно, я возьму предметы. Давай мне раннюю Мисс Фортуну, пожалуйста. Предметы взял, потому что предметы нужны. Наконец-то, копье Сидзвина есть. Нами. А что делать-то? О, почти Мисс Фортуна. Почти Мисс Фортуна в 3 звезды. Отлично. На самом деле, знаете, я так сейчас подумал, что было бы идеальным, если бы выпала аугментация. Это выгодное предложение. Я думаю, это будет вообще топ. Опа, лук. Ладно, я это переделаю. Еще один лук. Понял тебя.
Не, ну если мне выпадет 2 пояса, это будет у меня зуб на шоры, 2 штуки. У меня будет 3 зуба на шоры. А с перчаткой я не знаю, что делать. Куда ее засовывать? Фиора, куорки, ого. Не, ну урона, кстати, реально Мисс Фортуна много накидывает под репликаторами. У меня сейчас каждая второй К способности носит на 50% меньше урона. То есть вот этот вот... Короче, 50% от исходного урона. Нормальные такие плюшки наносят. Просто заднюю линию стер в порошок. Урона топчик. Я бы на самом деле, наверное, вместо красного усиления закинул бы цепь вышибалы, чтобы был бы шанс крита, либо грань бесконечности. Просто понимаете, красное усиление это немножко скорости атаки, а соответственно вот эти вот немножко скорости атаки довольно-таки играют важную роль. Лулу, еще и бабки, хорошо. Не, ну там кинь топчик. А вместо красного усиления я бы, наверное, лучше делал бы Морила Намикон. То... Стадия 4-3, и ты собрал Грейв за себе на 8 уровне в 2 звезды. Серьезно? Понимаю. Вопросов нет. Либо же сейчас ячейка... Ну, мне кажется, ячейка не выпадет. Я, если честно, просто не помню, но, по-моему, когда вот такой вот выбор ячейки идет, то ячейка на поджог не падает. Охренеть, сколько урона по задней линии. Я просто всю заднюю линию стер в порошок, прикиньте. Охренеть. Гравитация мне не помеха. Блин, ну это очень эффективно на самом-то деле, очень. Так вот, вместо красное усиление, оно просто дает и убийственность, и скорость атаки, плюс поджог, и, соответственно, массовый поджог. Но я бы, наверное, вместо этого предмета бы закидывал бы условный цепь вышибала, либо грань бесконечности. Но лучше, наверное, цепь вышибала, потому что скорость атаки. Ну, в целом, то, что я и думал. Возьму ячейки. Ячейки, ну, более-менее хорошие, на самом деле, ячейки. Я, наверное, пояс возьму. Да, я возьму пояс. Если что, сделаю зуб на Шора. Мне бы на самом деле танков одеть. Было бы топчик. Ладно, я сейчас надеюсь, что придет быстренько Лулу, Маукай и Орн. Орна я пока не ставлю, потому что у меня стоит там Кенч. Так, ну эту ячейку мы закидываем, соответственно, в Лулу. Лула будет кастовать и будет всех станить. Топ, топ. Неплохо. Но пока неплохо идет. Тьфу-тьфу-тьфу. 9 уровень. Так, тут в одной стороне находятся, тут в другой. О, серьезно? Охренеть. Там такой дракон жесткий. Там наручи искательницы у него. Аннигилятор, он же такой огромный будет. Эти наручи, короче, если ты участвуешь в убийстве вражеской фигуры, они получают 20 силы умений, 20 брони и сопротивления. Охренеть. Не, ну сильно на самом деле у меня сейчас. Очень сильно, я бы сказал. Ну давай, по-братски, иди нормально. Так, хорошо, Лулу идет. Еще Лулу идет, отлично. Вот амиперы. Векс. В 2 звезды. Ну, я больше опасаюсь вот этого вот паренька. Он очень сильный. У него там все хорошо. Предметы топ. Все у него топ. И танковые предметы у него топ. И он еще и ко мне пришел. Ах ты ж нехороший человек. Нет, ну заднюю линию Мисс Фортуна, конечно, стирает в порошок. Но тут, к сожалению, стерли меня почти в порошок. Вот сейчас чистый урон просто... Ну, даже без чистого урона он справился. Это очень сильно. Ему бы, конечно, вместо шляпы Рабадона бы условно посох бездны, либо в кого-нибудь посох бездны закинуть, чтобы просто магическое сопротивление всем понижать. И сделать посильнее танка, потому что Моргана хоть и сильный танк, но не очень. Ну, не прям хорошо сильный. Пояс. Пояс, плащ. Ну, это возьму. Я, короче, сейчас сделаю вот так.
Я сделаю 3 зуба на Шора. Ну, отталкиваюсь от того, что есть. Беру 3 зуба на Шора, делаю... Я делаю еще один каменный доспех Гаргули и сделаю цепь вышибалы. И... Блин, ну в нами как-то хреново смотрится. Типа 3 зуба на Шора тоже неплохо на самом деле в Лулу закидывать. Просто тогда у тебя шанс крита 85%. Бард в 2 звезды у него уже. Охренеть. Можно было бы, знаете, что сделать? Можно было бы, конечно, выбирать сторону бога и получить обалденное усиление. Можно было бы закидывать в мага. А там бы маг делал бы поджог. Можно еще так это было обыграть. Ну, либо в танка закидывать, чтобы хп было до хренища. Короче, обыграть можно было. Пока что у меня хп много, сролливаться я полностью не буду, я буду потихоньку ролиться. Потихонечку, понемножку. Мне надо Маукая, Орна, Лулу в 3 звезды собрать. Ну и желательно, конечно, нами еще в 2 звезды. Тогда будет игра прям мед. Ну просто Грейвзу пол хп снес. Не, ну урона прям до хренища. У меня же, кстати, вот эта вот ячейка, которая для танка, она топовая, потому что у Маука у меня постоянно намного больше бонусы получает. Да ты шо? Не, ну это очень сильно. Хоть у него там и, грубо говоря, керри вот один, ну у него там 2 керри, конечно, но это сильно. Ну ты падло. Не, тут жесткие столы у типов. Минус ячеек, знаете, еще в чем? Минус ячеек в том, что ты свои фигуры не можешь никуда особо передвигать. Интересно, чугат керри. С эмблемой несокрушимых. А, кстати, забыл сказать, я играю эту игру вместе с Марком, с моим подписчиком. Мой утяжелитель, так сказать. Прибавляет немножко вес в эту игру. Это он, если что, кстати, чугата делал. Делает через миперов. Он поставил миперов несокрушимых и адаптивный шлем засунул туда. Нормально. Так, ну тут меня, к сожалению, снесли. Потому что что? Потому что стенки не хватило. Ну и Лулу надо, конечно же, в 3. Без Лулу в 3 тяжело. Ладно, я там Кенча продам. Я лучше 50 монет посижу, пока хп достаточно. Так, Маукай. Не, ну, ладно, я полностью сролюсь. Пожалуйста. Ну, давай. Еще одну. Ну, хорош. Нами. Блин, это круто, конечно, что Нами пришло. Но мне Маукай не пришел. Ну ладно, по сути, мне остался один Орн. Может перекинуть красное усиление сейчас в Нами, а себе забрать в Мисс Фортуну цепь вышибала? Ого. Ну тип тут сильный. Очень сильный. Так, ну с Лулу, кстати, в 3 звезды уже намного попроще играть. И урона нормально у нее. 7000 накидала. Кстати, если вы выбираете сторону ячеек, 3 штуки, то они на 50% эффективнее работают. Не знаю, мне хочется, если честно, красное усиление перекинуть в Нами, а себе забрать цепь вышибала. Бабки. Я так надеялся, что он даст немножко другое, а не бабки. Так, я возьму облачение духов. Просто по одному герою мне не хватает. Я думаю, что стоит мне сейчас пойти в уровень. Подкопить денег и пойти в уровень. 49 хп, в принципе, достаточно. Мне бы еще предметы более лучше в танках, было бы топчик. Я не знаю, мне кажется, там Кенч мне не даст 2 героев. Нет, это было бы очень круто, если бы дал бы он мне Орна и Маукая. Но кажется, он мне не даст Орна и Маукая. Ну, кстати, наверное, на репликаторах стоит играть тогда, когда нет ячеек, потому что в одной оставлять в одной позиции, ну, это ж такое себе. Ну, в данном случае я хотел бы на другую сторону бы перекинуть героев. Чтобы вражеских керри задевало.
Ну, репликаторы прикольная тема. Такая интересная, знаете. Вот козел. Ну, 2 героя, дай мне и все. Ну, там Орна тип собирает, окей. Дай мне, пожалуйста, Маукая. Блицранг. Блицкранг, точнее, 2 звезды. Он там Барда почти собрал. Там еще и Грейвс огромный. Я думаю, мне стоит подкопить денег, поставить еще и Орна сверху. Тогда у меня будет плотная стенка. Надеюсь, мне все-таки там Кейн что-нибудь даст хорошенькое. Хочу в это верить. Задняя линия просто рассыпается, смотрите. Я там почти Грейвза убил и Векса. Какая жесть. Была бы у меня стенка плотнее, я бы этого Грейза испепелил бы. Хрена себе. Там Чугат раздает. О, топ-4 заходим, отлично. Отлично, шикарно, прекрасно. Нами идет. Давай мне точно так же, только будет идти Орн. Договорились? Ну там странный дракончик, конечно. Ну, не очень сильные предметы у этого дракона. Но у него танк слабый, типа Моргана. Ну, я бы лучше его вместе роботов бы оставлял. И делал бы именно робота танком. Робот все-таки очень сильный. Ну, хозяин-барин. Пусть сам решает, как ему там лучше. Но, как по мне, это ошибка, то, что он делает не робота танком. Еще один доспех. Ну, я возьму еще один доспех. А что делать еще? Дай мне Маук... Наконец-то! Просто! Дай мне, пожалуйста. Орна. Ладно, я вот так вот сделал. Я хотел Джина сначала поставить, но сейчас подумал о том, что, ну, Орн как-то будет поприятнее. Я что делаю? Вот так делаю, все. А то я уже начинаю спешить, истерить. 9000 хп у Маукая. А, так он даже не на полных роботах решил играть, а решил играть на чем... Да, это ошибка с его стороны. Если бы он играл на полных роботах, это было бы намного сильнее. Ну, как по мне, он сделал лютую дичь. И я, походу, даже выиграю. Прикиньте, я его выиграю, походу. Серьезно? Чел, ты гений. Ты просто непризнанный гений. Ему, конечно, осталось 2 Аурелион Соло, но у него нет денег. Ой, гений. Ой, гений. Какой же ты гений. А на самом деле остался бы он на роботах, он бы всех здесь снес. Абсолютно всех. Ну, будем с Марком 1 на 1, как и львы, драться. Ну, кстати, у него Бард почти в 3 звезды. Но это ему не поможет уже. Типа, ему надо было оставаться на роботах. Остался бы он на роботах, закирил бы сам, сделал бы танком самого могучего робота, было бы все замечательно. Ну, ладно. Так, ну, Марк, покажи мне своего Чугата в 3 звезды. Через миперов, через несокрушимых. Давай. Давай. Кто кого? У меня тоже плотные танки. У меня Маукай. 10 тысяч хп почти. Еще бы у Маукая немного, другие предметы было бы замечательно. Че, снесет меня? Давай! Давай! Ух ты! Вот... Да. Но у меня пока не плотные танки. Пока что не плотные танки. Кстати, тип каким-то образом живет. Там 3 хп у него. Но мне нужны предметы. Мне нужны немного другие предметы, и будет все замечательно. Пантеона имеет смысл делать в 2 звезды? Нет смысла в 2 звезды. Надо Нами. Нами в 2 звезды поможет, 100%. Я, кстати, наверное, все-таки поменяю предметы. Сейчас посмотрим, как этот раунд пройдет. Но я думаю, все-таки поменять предметы. Я думаю, цель Вишибала все-таки закинуть Мисс Фортуну. Я думаю, это будет намного-намного мощнее. А ну-ка, снесу я его еще раз. Не, его Моргана вообще не живет. Вы просто посмотрите, как она разваливается. Так бы самый могучий робот бы не разваливался бы. Просто в легкую. А предметы у него там топовые.
Ну, ладно. Может, чел хотел что-то новенькое, что-то интересное сделать. Так, я поменяю. Что у нас? Доспех Вармога. Берем. Делаем вот так. Я думаю, так будет намного лучше. Бэм. Вот так вот. И я сделаю вот так. Все-таки красное усиление я закину в Нами. А так я просто возьму и усилю своего керри. У меня сейчас у керри Ой, у танка дохренище хп, и будет урона намного больше у Мисс Фортуны. Опа, еще одна Мисс Нами. Да что ж такое? Че я начал заговариваться в конце? Хочу быстро сказать и начал заговариваться, прикиньте. Так, ну посмотрим. Дубль номер 2. Корки. Чё, гад? Ну, стеночка у меня уже явно поплотнее, да? С такими-то предметами намного получше. Я бы еще, конечно, вместо облачения духа бы закинул бы себе коготь дракона. Потому что коготь дракона, мне кажется, в этой ситуации был бы в разы сильнее. Но тоже хорошо. Меня все устраивает. Грех жаловаться. Че, дай мне Нами. Бабки даешь. А Нами дашь? Ну, Нами дай. Да ёперный театр. Так, он расстановку поменял. Ну, по-моему, это ошибка, то, что он сделал сейчас такую расстановку, потому что я его корки сейчас сожру. Он бы еще туда Джина закинул бы в правый верхний угол, и было бы мне по кайфу. Я бы его просто уничтожил. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. Ну, Лулу, кстати, еще подхиливает. Она по чуть-чуть хоть подхиливает, но неплохо подхиливает все равно. Типа вот эти маленькие кусочки, скорее всего, и даже в моменте решают, потому что она очень часто кастует. Я там просто корки его убиваю. Все, GG. Да, изи. Даже до мобов не дотянул. Не, ну, блин, ребят, игра получилась обалденной. Серьезно. Смог показать вам репликаторов. Осталось показать ткачей судьбы. И псиоников новых надо показать, потому что псиоников-то апнули. Что еще хочу сказать? Ну вот, как-то так получилось сыграть у меня на репликаторах. Это не самая идеальная игра, сразу вам говорю. Можно сделать еще лучше, но в целом я результатом доволен. Поэтому, что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.